Мексика – страна, где живет 128 миллионов человек. И первые две части моего видео о Мексике были посвящены рассказу о большинстве из них. В этом эпизоде я наконец добрался до Мексики с картинок. Покажу тобі наш світ. Закрий очі, то моя таємна зброя. Напишу про наш політ. З тобою, лиш назви моє ім'я. Полетаємо з тобою. Почему мы смотрим контент про путешествия? Да, кстати, вот возьмите и напишите внизу, почему именно вы такое смотрите. Ведь я могу только предположить. Часть из вас, возможно, планирует поехать в этом направлении, часть хочет узнать что-то новое, и еще часть вряд ли доберется сюда в ближайшее время, но очень хочет насладиться этими видами хотя бы виртуально. Человеки мои, я стараюсь для каждого из вас и расскажу в этом эпизоде про все цены, плюсы, минусы и подводные камни. Смотрим. Курорты Мексики известны на весь мир. Красивые пляжи, вкусные рестораны, бурная ночная жизнь, хороший и не очень сервис – все это привлекает десятки миллионов туристов каждый год. Здесь можно найти отдых на любой кошелек и темперамент. Просто нужно знать, куда ехать и зачем. Спойлер, в Канкуне я уже был на грани, чтобы начать воровать. Два самых известных курорта Мексики находятся на расстоянии 2000 километров друг от друга. Один на берегу Тихого океана, второй на полуострове Юкатан, омываемым Карибским морем. Все вы точно слышали эти названия – Акапулько и Канкун. Оба направления интересны. В Канкуне пляжи, конечно, на порядок красивее, но и цены заметно выше. В Акапулько попроще и ценник более доступный, поэтому там больше местных. Там нужно знать правильные места. Есть что посмотреть. И там есть море, пляжи, отели, всякая вкуснятина, но есть большая разница между этими курортами. Во-первых, Канкун из маленькой рыбацкой деревни начал превращаться в один из крутейших курортов мира всего 50 лет назад. А Акапулько уже в 16 веке был одним из важнейших портов Новой Испании. Так тогда называлась эта земля. Но как курорт Акапулько прославился только в 50-е годы 20 века, когда сюда начали приезжать голливудские звезды и просто богачи. Так что как курорты они практически ровесники, но вот Акапулько уже успел повидать дороги порошка в носах актеров и певцов, когда Канкун еще только собирался в школу. Сейчас хотелось бы вспомнить великолепную песню не менее великолепной артистки Лаймы Вайкуле. Акапулько, ай-яй-яй-яй. Акапулько, ну, вспомнили и вспомнили. Акапулько родился вон там. Та часть называется традиционный Акапулько. Начиная с 1950 года он растянулся на все побережье. В 50-х годах была создана вся остальная территория. Начали строить отели, развивать инфраструктуру. Например, этому отелю, где мы сейчас, Лас Бризас, ему более 60 лет. 50 лет назад не было домов на холмах, не было ничего. Были просто заросшие холмы. С развитием туризма Акапулько условно поделился на 3 зоны. В западной части залива находится Старая Акапулько. Именно эти места привлекли первых туристов в 50-х. Золотой Акапулько занимает центральную часть залива. Это основная туристическая зона с отелями, клубами, ресторанами и пляжными барами. Здесь отели стоят уже немного дороже. Ну а самые дорогие находятся в новом, алмазном, ну или в бриллиантовом Акапулько. Виллы, частные дома и просто мажорные отели с видом на весь Акапулько свысока. 30 лет назад, 40 лет назад, когда я уже был журналистом, 95% туристов, которые приезжали в Акапулько, были иностранцами. Сегодня все наоборот. Сегодня 95% всех туристов, которые приезжают в Акапулько, это местные, мексиканцы. Мы самое популярное направление для внутреннего туризма среди мексиканцев. Почему Акапулько привлекает так много туристов?
Акапулько – курорт, который динамично развивался много лет. Мощным толчком были 60-е и 70-е, когда сюда стало приезжать множество голливудских звезд. С тех пор о нашем городе знает весь мир. Голливуд и американцы в целом действительно помогли Акапулько загреметь на весь мир. Актер Клинт Иствуд, космонавт Базз Олдрин и президент Кеннеди даже. Все они заценили эти виды в свое время. Но это было много лет назад. А вот как обстоят дела сейчас? Сколько туристов сюда приезжают в год? Ну, до пандемии. В 2019 году мы приняли около 10 миллионов туристов. Но уже в 2020 поток сильно упал. Приехало всего 6 миллионов. Но мы делаем все возможное, принимаем все меры предосторожности, чтобы как минимум выйти на прежний уровень. Плюс Акапулько в том, что он всего в 4 часах езды на машине от столицы. Поэтому неудивительно, что столичных тут как в Одессе. В Канкун же придется лететь. Из-за пандемии цены на жилье для туристов в Акапулько упали. Официальные ценники на ресепшн здесь для отправной точки торгов. Так что не пугайтесь цен, которые вам сразу назовут. Торгуйтесь. Потому что, видите, вывесок здесь полно. 749, 375. Такая себе Одесса. Единственное, не хватает бабушек с табличками «Сдам квартиру». А вот где точно нет смысла торговаться, так это на Aviasales. Там и так самые дешевые билеты. Aviasales – поиск дешевых авиабилетов. Такие заманушные вывески с ценами вы можете увидеть в золотой зоне, если отойдете от отелей на первой линии. Начнем со второй. Tiene agua fría, agua caliente, y de este lado tengo lo que es. Entonces usted puede tener la vista al mar. Ну, такой вот вариант. Конечно, это не лакшери, но, по-моему, очень даже ничего. Я просто когда приезжаю, я сейчас правду говорю, я когда приезжаю в Мариуполь к маме, и мы едем на побережье на несколько дней, мы снимаем как раз вот такие номера. Но там попросту нет каких-то классных пятизвездочных, поэтому мы живем в таком даже и более скромно, где душ на улице. Поэтому здесь я считаю, что это шикарно. По сути, очень неплохая опция. Если твой бюджет не позволяет жить в отеле на первой линии, прекрасно. У тебя еще и вид на океан. 30 метров пройтись, и ты там. Будьте готовы, что в таком месте будет довольно шумно, ведь внизу бар и дорога. Но это подходящий вариант для тех, кто весь день будет проводить на пляже, но не хочет далеко идти. При этом самый дешевый номер по официальному прейскуранту на ресепшн будет стоить $108, но, напомню, торгуйтесь. Следующий вариант еще дальше от пляжа. Но правда, еще дальше и от шумной основной дороги, что, конечно же, плюс. Это третья линия. Здесь уже океана не видно, но, правда, и цена другая, в отличие от того отеля, который был через дорогу от океана. Здесь цена в 2,5 раза дешевле. Вот здесь мне прям точно напоминает отдых на Азовском побережье. Какие маленькие отельчики, частные, сдают комнаты, санатории. Сейчас зайду, а там за углом моя сестра с мужем жарит шашлыки. Ну и первая линия. То, собственно, зачем сюда едет большинство туристов. И я, конечно, остановился именно здесь. Пару десятков этажей, более внимательный персонал, просторный номер и, конечно же, вид с балкона. Все это вам будет стоить $80. Вид у меня прекрасный. Причем на любого посетителя, как говорится. Вот вид на океан, а сюда вид на стройку, чтобы не расслабляться. Это не самый классный отель города, но я лично вообще не жалуюсь. Главное преимущество первой линии – пляж сразу на выходе из отеля. Никакого автобуса там или прогулки пешком по жаре, а только шляпа, шлепки, и ты уже обжигаешь ноги песком. Отелей много, причем они совершенно все разные. Выбор есть. Но, конечно, вот что сразу бросается в глаза, это то, что не очень свежие они. Уже такие, повидавшие жизнь,
Как и я, собственно. Какой ведущий? Такие отели. О-хо-хо-хо. Ого. Anastasia recommendation. Как дела вообще? Ну, спокойненько так. Ну, Спокойненько, да? Ну, слава. Релакс, как говорится. Окей, окей. Oh, mi small. Да, со мной прилетела, да. Oh, hola. Отдыхай, Настюш, отдыхай. Мы поработаем, давай. Давай. Кстати, в старом Акапулько можно тоже найти домики и номера прямо на пляже. Не 5 звезд, но за $50 у вас есть комната и вид на океан. Но где же самый шик, спросите вы? А вот же он, бриллиантовая зона. Отели и виллы в этой зоне находятся максимально далеко от пляжа. Не в Запорожье, конечно, не настолько далеко. Просто на возвышении, чтобы смотреть на весь Акапулько с высоты своей кучи денег. Да, вот такие моменты. Ты понимаешь, как круто быть на вершине. В прямом и в переносном смысле. Ну, он, как и все здесь, далеко не самый свежий, но он очень хороший. Я бы здесь остался. Будь я богатым каким-то, ну, условно богатым Петей, условным, я бы тут остановился. На самом деле все не так страшно. Номер в этом отеле можно найти за $400. Без бассейна, только с одной ванной, но вид-то от этого не меняется. Всем привет, меня зовут Жидкий Богдан, можно просто ЖБ. Почему жидкий, спросите вы? Да потому что я как жидкость могу проникнуть в любую квартиру. Я вор-домушник с 20-летним стажем. Моя семья всегда жила в шоколаде. Мы много путешествовали, ни в чем себе не отказывали. Но потом все изменилось. Появился он, Аякс. И меня повязали. Эти мусора позорные повязали. Я тебе сейчас дам, мусора. Извини, начальник. Это я уже сейчас знаю, что Аякс — это профессиональная беспроводная система безопасности. Она обеспечивает полноценную защиту, а не какую-то мнимую. И представьте, датчик еще не реагирует на домашних животных до 20 килограммов и 50 сантиметров. Я напоминаю, что я Жидкий Богдан. Уходя из квартиры, которую я грабил, я всегда открывал кран, чтобы жидкость затапливала эту квартиру. Но и это у меня не получилось сделать последний раз, потому что в той квартире стоял датчик протечки Leaks Protect. Я выйду через 10 лет и тоже дома установлю себе Аякс. Я не держу на них зла. Просто ребята хорошо делают свою работу. Свидание окончено. Выхожу, начальник. А вы переходите по ссылке в описании и заказывайте себе стартовый набор Аякс. И в подарок получите датчик протечки Leaks Protect. Ладно, признаю еще кое-что. Я 2 года ездил вместо Николая Лукинского на гастроли. С Новым годом пошел нафиг. Ну, похоже же, да? Все, иду, начальник. Какая разница между Канкуном и Акапулько? Во-первых, цены. Во-вторых, отношения. В Канкуне хорошо относятся к иностранцам, но на туриста-мексиканца иногда могут смотреть как на нищеброда, который оказался тут случайно. А в Акапулько все свои. Там кругом одни мексиканцы, и никто ко мне никогда там с пренебрежением не относился. То есть существует разница между сервисом для мексиканцев и для иностранцев? Да, такая проблема есть. Отношение очень отличается. В Мексике многие смотрят на то, что они могут получить от тебя. Поэтому как бизнесменов я их понимаю. Я тоже искал бы людей, которые приезжают с деньгами, которые приезжают тратить. Они понимают, вот этот мне оставит денег, этот почти ничего не оставит, а вот этому можно назвать другую цену. Это один из тех моментов, которые мне не нравятся в путешествиях по Мексике. И в конце концов, именно поэтому я и снимаю свои видео. Если в Акапулько изредка встречались не мексиканцы, то в Канкуне кругом звучат все языки мира. Особенно американцев полно. Для них Канкун стал такой себе колонией, куда они могут прилететь даже просто на выходные. И вот это как раз одна из причин, почему цены здесь совсем не мексиканские. А я так хочу.
Что, в общем, является собой Канкун? Когда вы представляете себе райский пляжный отдых, там точно будет именно такой цвет воды и песка. Мексика не могла не воспользоваться таким богатством и основала здесь курорт, который мгновенно стал привлекать миллионы туристов со всего мира. Смотрите, какая очередь. Можете, конечно, спросить, куда же такая очередь? В магазин за хлебом, за продуктами или за автографами Арнольда Шварценеггера? Нет. Все эти люди стоят здесь, чтобы сфоткаться с надписью «Канкун» на фоне, чтобы была вот эта вот вода, а точнее цвет этой воды. Посмотрите, как классно. Вот за этим сюда прилетают. Это не сравнится с Акапулько вообще. Пляжи Канкуна – это очень глубокое декольте Мексики, от которого просто невозможно оторвать глаз. Это козырь, с которого Мексика заходит не глядя. Это железный аргумент, за который ты прощаешь городу даже не всегда хороший сервис. И это все метафоры, которые я придумал. Вот это вот общественный пляж, тут всегда полно людей, сейчас просто ветер большой, поэтому, может быть, их не так много, но вообще здесь полно. И вот там уже начинается отельная зона, вот эта вот коса, на которой огромное количество отелей, просто усыпано всевозможными зданиями. Там самые дорогие, самые фешенебельные, ненавижу этого слова, но я его сказал сейчас. Все туристы, у которых есть деньги, и они хотят их оставить здесь, вот останавливаются в этих отелях. Канкун – это точно не то место, куда стоит ехать, чтобы соприкоснуться с историей Мексики или познакомиться с культурой. Вокруг особо нет никаких достопримечательностей. Это место для тех, кто хочет просыпаться с видом на эту воду, обедать с видом на эту воду, ну и засыпать под шум вот этой самой воды. И так всю неделю, а то и 10 дней или даже 2, если есть деньги. Конечно, отели отличаются от отелей в Акапулько. Совершенно другой уровень. Другие бассейны. Выходит обслуживающий персонал прям рано-рано утром. Чистят бассейны, чистят пляж. Ну и вообще вид совершенно иной. Смотрите, какие классные здания такие. Хотя, с другой стороны, вот тоже есть и облупленные. Как будто этот отель взяли, вот из Акапулько перенесли сюда. Но в целом небо и земля, если мы сравнивать будем отели в Акапулько и в Канкуне. Такая она, богатая жизнь. Здесь абсолютно все сделано для того, чтобы тебе не нужно было выходить из отеля. И, честно говоря, выйти особо некуда. Думаю, только самые любознательные выезжают из отельной зоны в город, чтобы увидеть хоть что-то, кроме пляжа. Здесь мне вообще напоминает прям Америку. Америка. Просто в мой первый приезд в Канкун я еще не был в Америке, а сейчас я понимаю, что это вот прям Майами. В некоторых моментах прям, ну это Майами. Единственное отличие, ну я имею в виду дороги. Во-первых, в Майами они лучше, а во-вторых, концентрация машин дорогих в Майами зашкаливает. То есть здесь такого нет. Здесь не каждая вторая, даже не каждая пятая, не каждая седьмая дорогая классная тачка. В целом здесь обычные машины. Возможно, я так оправдываю то, что я взял себе в аренду обычный Hyundai. Но, в принципе, так и есть. Весь этот туристический движ и в целом стабильный приятный климат привлекает все больше и больше экспатов, которые хотят жить рядом с этой водой. Поэтому город, соответственно, растет. В 2010 году в Канкуне жило 600 тысяч человек, а в 2020 уже почти 900 тысяч. Это двухэтажный пентхаус в довольно хорошем районе Канкуна. Звучит, конечно, дорого-богато, но если вы думали инвестировать в недвижку у моря, то есть у вас еще возможность вскочить в предпоследний вагон. Цены ведь еще не космос. Скажите, пожалуйста, сколько стоит приблизительно такая квартира, в которой мы сейчас находимся? Ну, вот это нетипичная квартира, потому что это пентхаус, она нестандартной планировки. Эта квартира стоит примерно 300-350 тысяч долларов.
Это самая дорогая квартира в этом комплексе. Это самый высокий этаж, большая площадь на крыше, и, соответственно, она вот самая дорогая. А вот квартира без второго этажа, 3 спальни и вот такой холл, это где-то 220-230 тысяч. Вот эта квартира, она приносит 7-8% годовых чистого дохода владельца. То есть, грубо говоря, если вы вложили тут 200 тысяч, то вы где-то там порядка 15 тысяч в год чистыми получаете от сдачи квартиры. С учетом ваших услуг? С учетом всего, это чисто то, что идет владельцу. А кому принадлежит эта квартира? Кто хозяин? Хотя бы страну назовем. Эта квартира принадлежит гражданину США. И в этом доме в основном как вообще происходит? Живут ли здесь местные? Или в основном люди приезжают, туристы, покупают квартиры и сдают их? Примерно 50 на 50. То есть 50% людей – это люди, которые живут здесь постоянно, и 50% людей, которые покупали это как инвестицию и, соответственно, сдают в аренду. У нас есть люди, покупают индивидуально по одной квартире, есть инвесторы, которые владеют пакетами по 10, по 15 квартир. Откуда инвесторы? С других стран? Мы работаем, да. Мы работаем исключительно с русскоязычным рынком. У нас инвесторы со всего мира, но это бывшие наши соотечественники. А местные покупают здесь квартиры? Мексиканцы? И местные, мексиканцы тоже покупают здесь квартиры очень активно. В основном это обеспеченные, скажем так, не скажу богатые, но обеспеченные люди из крупных промышленных городов севера Мексики. То есть это Мехико-Сити, Гвадалахара, Монтеррей, Сан-Луис-Потоси, Леон, то есть вот такие вот. Какой самый дорогой район? Где самые дорогие квартиры? На Самый продажу? дорогой район — это Порто-Канкун, вот он отсюда с балкона виден, вот туда вот, это вот большие башни, значит, марина, большая парковка для яхт. Там квартиры стоят и по миллиону, и по $1,5 миллиона. То есть такая недвижимость в Канкуне тоже есть. То есть это прямо такое цены, прямо вот Майами. Если вы хотите переехать в Мексику, то у вас есть для этого несколько способов. Первый вариант – это брак. Но учтите, за фиктивными браками тут жестко следят. Второй вариант – вложить в бизнес в Мексике не менее $200 тысяч. Третий вариант – простое официальное трудоустройство, оно вам дает вид на жительство. Ну и последний – родить тут ребенка. Сам он, если захочет, получит мексиканский паспорт, ну а родители – ПМЖ. С Инессой и Андреем мы познакомились несколько лет назад на Кубе, и оказалось, что буквально недавно они бежали оттуда в Канкун. В Гаване сейчас, кстати, происходят первые за десятки лет массовые протесты. Почитайте, возможно, сейчас там творится история. Началось с того, что на Кубе в связи с коронавирусом стало довольно сложно жить, даже скорее стало жить невозможно, там закончилась еда, там закончились лекарства, там закончился бензин, и пришлось куда-то срочно эвакуироваться. Ближайшая точка от Гаваны, где мы жили, это Канкун. Многие люди едут специально из-за этого в Мексику рожать, чтобы потом сделать себе гражданство, причем вся семья имеет право сделать себе гражданство по ребенку мексиканцу и открыть для себя почти весь мир по визам. И вы тоже получаете? Вы тоже будете мексиканцами? Мы будем мексиканцами, ребенок будет мексикано, кубино, русским. У ребенка с рождения будет сразу 3 паспорта. 3 паспорта. Ребята приезжали в Канкун и раньше, вроде на дачу, как говорит Андрей, но в этот раз все по-другому. Теперь уже на приезжих ребят они смотрят со стороны. Ну, туристы, вот по крайней мере, с того, что мы видели, ведут себя откровенно не очень хорошо. Так. Та же самая ситуация с ковидом. Вот, да, конечно, в Мексике не обязательно ношение масок, и, в принципе, если человек находится один на улице, никакие маски носить не надо, но такое ощущение, что туристы, которые приезжают в Мексику, просто принципиально эти маски не носят. То есть все мексиканцы во всех магазинах носят с собой маску и ее одевают. Плюс, опять же, алкоголь, наркотики, по ночам немножко все себя ведут шумно, не совсем хорошо. Не все, конечно, но такие люди точно бывают. Мексика довольно интересная, не Мексика, а конкретно Канкун. Интересное место с точки зрения каких-то вложений, бизнесов, из-за того, что сами власти довольно много делают для
развития туризма и для поднятия спроса на местную недвижимость, на поездки, на отдых в этой зоне. Причем этих пунктов можно называть бесконечно много, начиная от того, что Мексика чуть ли не единственная страна, которая во время карантина не закрывала аэропорты, не закрывала отели, заканчивая тем, что буквально на прошлой неделе легализовали потребление легких наркотиков, марихуану. Так. И теперь, скорее всего, через очень короткий срок здесь будет, как в Амстердаме, с кофешопами. С точки зрения безопасности, уровень преступности прямо вот он заметно снижается. Вот. То есть 5 лет назад могли тебя убить на улице? Убить не могли, но люди смотрели по-другому. То есть был довольно бедный город, и когда приезжал богатый гринго на большой крутой машине, на него смотрели с определенной завистью. И за вот эти 5 лет такое ощущение, что, по крайней мере, местные жители начали понимать, что богатый гринго – это хорошо, потому что они начали получать больше денег, они стали себе позволять то, что не могли себе позволить 5 лет назад, и немножко изменилось отношение, и, собственно, как только население начало богатеть, количество людей, которые должна выходить на улицу, чтобы грабить, стало меньше. В Канкун туристы, очевидно, приезжают тратить деньги, причем немалые. Местные же делают все, чтобы кругом все было идеально, и туристы захотели вернуться. При этом получают за это далеко не космические деньги. И если в Акапулько мексиканцы в основном отдыхают, то вот в Канкун местные в подавляющем большинстве приезжают работать, а вечером на автобусе возвращаются в дальние районы. Много бизнеса, отели, рестораны – это все принадлежит чаще иностранным инвесторам. На руководящие должности ставят экспатов, а обслуживающий персонал состоит из местных. По сути, бизнес принадлежит иностранцам, но при этом создаются тысячи рабочих мест для мексиканцев. Хорошо это или плохо, что думаете? Какой национальности в основном ваши коллеги из отеля? Руководство все из Испании. Отель принадлежит испанцам. Есть еще иностранцы, которые работают в анимации, в сфере развлечения гостей, но в основном обслуживающий персонал – это мексиканцы. Все больше и больше бизнес здесь принадлежит иностранцам. Это хорошо или плохо, по вашему мнению? Да мне без разницы, откуда человек. Важно то, как он относится к своим сотрудникам. Бывают мексиканцы, которые ужасно относятся к работникам, а бывают иностранцы, которые очень хорошо относятся. Это главное, а кто хозяин, мне не важно. В вашей компании обслуживающий персонал, он откуда? И кто эти люди? Интернациональная команда. Да, значит, у нас есть русские, у нас есть украинцы, у нас есть мексиканцы, кубинцы появились недавно. Приезжают сюда местные мексиканцы в поисках работы. Легко ли им здесь ее найти? И какая у них в среднем зарплата? Приезжают в большом количестве, в основном это неквалифицированный труд. Это уборка. У нас, кстати, все квартиры убираются вот как раз мая местным народом. Для нас это принципиальный момент. А это условие какое-то? Нет, это не условие. Именно это вот с точки зрения гуманитарной, да, то есть поскольку мы на их земле, то вот это то малое, что мы можем для них сделать. А нет какого-то условия от государства, что вы должны брать на работу, например, какие-то инвесторы сюда приезжают, бизнесмены, ну вот такое, не меньше 30%, например, местного населения брать на работу? В этом плане законодательство Мексики с точки зрения иностранных инвестиций, иностранного бизнеса очень лояльно, то есть нет никаких ограничений. Компанию может зарегистрировать любой иностранец, для этого не надо иметь вида на жительство здесь. Директором может быть иностранец, то есть не надо местного никакого нанимать, ну и так далее, и так далее. То есть в этом плане очень все лояльно. С налогами тут есть, скажем так, вопросы, да, до сих пор вот этот вот НДС существует, который уже во многих странах мира отменяют, а здесь это присутствует. Считается хорошая зарплата, достойная, это $100 в неделю. То есть за уборку квартиры $400 в месяц они в среднем получают? Ну, это да, если работать каждый день. Вот такая квартира с учетом пентхауса, это где-то $30-40. Значит, а обычная квартира $20-25. Ну, это полная уборка со стиркой белья. Ну, это вообще копейки. Ну, это местный рынок рабочей силы, да. Закон Мексики не заставляет брать на работу именно мексиканцев, но для инвестора на неквалифицированную работу дешевле нанять, конечно же, местного. Ну, точнее того, кто переезжает в Канкун или другие курорты из бедных районов. Почему вы переехали сюда, в Плая-дель-Кармен?
Решение переехать сюда приняли мои родители. Там, где мы жили, толком не было никакой работы. Это главная причина, почему я сейчас здесь. Какая у вас зарплата? Каждые 2 недели я получаю 1800 песо. Вас устраивает такой заработок? Зарплата не супер, но я получаю достаточно чаевых. Это меня устраивает. И, наверное, есть еще какие-то штрафы, да? За что руководство вас может оштрафовать? Если без уважительной причины не выйдешь на работу 1 день, то тебя оштрафуют на 3-дневную зарплату. И даже если ты заболел, то они удержат половину зарплаты. Или если я что-то разобью, например, то они записывают это в специальную тетрадку и потом вычитают в конце года из премии. Сколько человек в вашей семье? 5 человек. Вы, ваш муж и 3 детей. И вы живете здесь все вместе? Да, снимаем эту квартиру. Какой примерно бюджет у вашей семьи? Не скажу вам какую-то конкретную цифру. Сколько в неделю вышло, такой и бюджет. Крутимся. Сколько в среднем выходит чаевых? По-разному. Люди быстро меняются, кто-то оставляет, кто-то нет. Не могу сказать конкретную цифру, но мне достаточно. Однажды я получила чаевыми 8000 песо. Вау! И кто это был? Это была компания шведов. Ну а в общем, туристы из каких стран оставляют больше всего чаевых? На самом деле количество чаевых не зависит напрямую от национальности. Это в первую очередь зависит от отношения к туристу. Как обслужишь, так и оставят. И из России могут нормально оставить, и даже местные. Хорошо, а кто самый жадный? Какие национальности? Но, если честно, то китайцы реже всего оставляют. Может быть, конечно, потому что у них дома чаевые оставлять не принято. И еще, наверное, поляки. У вас есть какие-то бонусы от гостиницы? Раз в год мы можем привезти в отель всю семью на целый день. При этом можем пользоваться всеми удобствами. Бассейном, кухней, баром, кроме алкоголя. От отеля к отелю отношение персонала к гостям заметно разнилось. Можно было попасть на откровенного хама на ресепшн и в отеле за $500 в ночь. А можно было получить отличный сервис в отеле в 2 раза дешевле. В Канкуне местами чувствовалась усталость персонала от такого потока туристов, тогда как в Акапулько, пусть и не было этого шика-лоска, но точно было радушие. Есть еще одна причина, по которой Акапулько, к сожалению, не балуют туристов со всего мира. Банальная она и надоевшая. Тема небезопасности актуальна для всей Мексики, вы это уже, раз 100 слышали. Но в какой-то момент именно Акапулько, самый популярный курорт Мексики, стал эпицентром наркоразборок. Лет 10-15 назад здесь резко вырос уровень преступности. Акапулько превратился в прямой путь для входа-выхода наркотиков через море. Это спровоцировало местные и иногородние преступные группировки приходить и внедрять свои законы, устраивая резню. В те времена случалось так, что в одну ночь могли обезглавить 15 человек посреди дороги и поджечь их машины. Это реальный случай. В 2016 году было громкое столкновение в районе Акапулько, который называется Лагарита. Оказалось, что это было столкновение 2 очень влиятельных группировок. Одна из них принадлежала Чапо Гусману, который сейчас арестован, а другая – братьям Бельтран-Лейва, которые сейчас мертвы. Все это спровоцировало политическую, моральную и общественную нестабильность. Граждане не хотели даже выходить на улицу. Как видите, проблемы Акапулько начались еще до пандемии. Разборки картелей сильно ударили и по туризму. И несмотря на то, что ситуация вроде бы стабилизировалась, самых громких баронов убили или посадили, убедить в безопасности туристов и даже местных жителей задача не из легких. В Акапулько можно попасть с 4 сторон. С южной стороны штата Оахака, с северной стороны штата Мичоакан, шоссе Соль со стороны Мехико, откуда приезжает наибольшее количество туристов, и с моря. Все это уже контролируется и будет контролироваться по нашим новым схемам, которые искореняют угрозу контрабанды и наркотрафика. Сейчас такие столкновения и перестрелки, как были в течение последних 10-15 лет, практически прекратились, но ощущение небезопасности осталось. Да, примерно 5 лет назад у нас были проблемы, вы, возможно, слышали о них, но если тогда мы чуть ли не возглавляли список самых напряженных точек на карте Мексики, то сейчас даже в 10 не входим.
Мы делаем все, чтобы на улицах было тихо и спокойно. У нас есть специальная группа, которая проводит встречи каждое утро. Туда входят представители местных властей, власти штата и федеральные. Сейчас мы держим ситуацию под контролем на высшем уровне. За последнюю неделю какая-то банда подожгла места на рынке. Грузовики, такси. Обычные люди по-прежнему могут быть в опасности. И были ситуации, в которых и мы, журналисты, оказывались жертвами. За 2 года убили 6-7 моих коллег. Их обезглавили, их расстреляли, сожгли их машины и дома, умерли их дети. Когда я был репортером в газете много лет назад, меня похитили. Меня с кем-то перепутали, не знаю с кем. Они настаивали на том, что я был именно тем, кого они искали. Я говорил им, что это не так. В итоге показал им свое удостоверение, и меня отпустили. Мне просто повезло. Я чист, все. Я понимаю, что эта часть выпуска могла вызвать у вас ощущение опасной Мексики, но мне бы этого совсем не хотелось. Разъезжая по Мексике, я ни разу не чувствовал никакой угрозы. Наоборот, все были очень приветливыми. И для меня это значит, что туристу здесь что-либо угрожает не больше, чем в любом другом туристическом направлении мира. Просто не пытайтесь заниматься здесь продажей наркотиков и оружия. Как-то потерпите уж недельку. Но лицом щелкать, конечно, все равно не нужно. Стандартные разводники для туристов здесь никто не отменял. В целом, в Канкуне безопасно, но не всегда. Нужно все равно помнить, что все возможно. Если вы турист, найдется тот, кто захочет взять ваши деньги законно или нет. Я работал во многих отелях и видел много историй. Какие схемы обмана самые распространенные? Чего бояться? В отелях и барах персонал часто работает сообща. Бармен, официантка, таксисты. Сначала бармен напоит вас отстойнейшим алкоголем. Я работал барменом, я знаю, что там за алкоголь. Его задача довести вас до беспамятства. Официантка предложит вам такси. Ну а таксист в лучшем случае просто сопрет ваш кошелек, а в худшем еще и выкинет вас где-то подальше. Если вам настойчиво предлагают какое-то конкретное такси, поищите другое. И более того, если вы рассчитываетесь картой, посмотрите, в какой валюте сейчас снимают деньги с вашей карты. Потому что в счете может быть 500 песо, а официант или менеджер забил в терминал 500, но в долларах. Если у вас нет онлайн-банкинга под рукой, узнаете об этом вы только дома. На самом деле даже полиция – это вообще не гарантия безопасности. Например, если ты взял машину на прокат и тебя остановила полиция, то они могут начать требовать у вас какие-то документы, которых у вас вообще не должно быть. Например, квитанция на уплату какого-то дополнительного налога. Естественно, вы можете заплатить этот налог им напрямую, прямо здесь, как удобно. Или ваши права. Они вдруг не подходят, вам нужны специальные права, которые дают право водить в Мексике. Нету? Штраф можно оплатить прямо на месте, им в руки. И сколько они могут потребовать? По-разному. Зависит от чего? От настроения? Именно от него. Они могут забрать все? Легко. Им вообще плевать. Если у тебя нет наличных, ничего страшного. Они поедут с тобой к банкомату. Все мексиканские полицейские такие или все же есть нормальные? Мне кажется, 60-70% это продажные копы. Но 30-40% стараются выполнять свою работу хорошо. Проблема в том, что наркокартели приходят к полицейским и говорят: сколько ты зарабатываешь? Ну, к примеру, он зарабатывает $150. А картель даст 500. Именно. Полицейский хочет отказаться, мол, я таким не занимаюсь, а картель говорит: это не вопрос. Я дам тебе 500, а если ты не возьмешь, то мы тебя просто убьем. Так что часто это не их выбор, просто их заставляют. Если к вам пристала полиция и требует денег, имеет смысл говорить: извините, мол, я иностранец, давайте свяжемся с консульством и там решим все проблемы с их помощью. Вы можете так сказать, но не факт, что полицейские вас вообще поймут. Большинство из них просто не говорит по-английски, даже здесь, в Канкуне. Но если у вас есть возможность сразу позвонить кому-то и сказать, где вы и что у вас проблемы, сделайте это. Но учтите, это также может их разозлить. 3 вещи, которые не нужно делать туристу в Мексике. Я думаю, что прежде всего тебе не стоит быть грубым с людьми. Люди в Мексике очень ранимые. Определенные жесты, определенные слова могут задеть мексиканца, если вы не друзья. Другая вещь, которую не нужно делать в Мексике, это спрашивать, острое ли. Потому что вот тут сложно быть точным.
Например, принесли закуски. Если тебе говорят, что это не острое, значит не острое. Если тебе скажут немного острое, значит острое. И если тебе скажут очень острое, значит лучше не пробуй. Еще от себя добавлю. Не забывай смотреть на цены в Канкуне. Подбиваем итоги по тратам. За 2 дня. В Акапулько с отелем и ресторанами я потратил на себя около $400. Ни в чем себе особо не отказывал. В Канкуне за те же выходные вам реально нужно, раза в 2, а то и 3 больше. Один из самых дешевых отелей на первой линии за $300 в ночь. Плюс еда не в самых дорогих ресторанах. В итоге минус примерно $1000 за 2 дня. И это я еще не врывался в ночную жизнь. Практически никого на этих улицах не было, а сейчас такое ощущение, что город засыпает, просыпается мафия, и все вот так вот. Нет, здесь, конечно, очень классно. Я прям забыл уже, что бывают такие тусовки, особенно в последние годы. Картина довольно стандартная. Сгоревшие днем люди смыли соль, надели лучшее, или чистое, и вышли смотреть друг на друга. На летних площадках разогреваются маргаритами, и тут же за стеночкой уже разогретые люди снова потеют. Прям весело, хочется ворваться, была бы компания какая-то, можно было тряхнуть стариной и боками. А так пока, слава богу, мои бока сегодня будут не тряханные, скажем так. У каждого заведения свои зазывалы, свои акции, заманухи. Где-то девочки делают вид, что просто отдыхают, хотя, конечно же, тоже работают в этом заведении. Где-то танцоры, где-то мегафоны. В общем, все прекрасно. Но все это, друзья, работает. Вот я не стану отрицать. Ворваться-то действительно захотелось. Это моя, осторожнее, осторожнее. Easy, easy, it's mine. Muchas gracias. Gracias, señor. Вот это подача. Как мог закончиться Канкун? Да только так, классической маргаритой. Лайм, сюда, 1, 2. Не знаю, как вам, мне Канкун очень понравился. Что сказать? Увидимся. Вы были очень активны в комментариях, и поэтому следующий выпуск – еда. Да, еда в Мексике. Ну а в этот раз напишите в комменты, делать работу над ошибками или все, хватит, стоп. А то вот стало совсем сложно находить негативные комментарии, за что вам огромнейшее спасибо.